Такого я вообще не ожидала. Чувствую себя антитрендом. Косметику мы теперь открываем открывашкой. И у меня полный восторг от того, что я сейчас вижу. Вы думали, что это весь кринж на сегодня? Нет. Сегодня на моем обзоре влажная и дикая косметика от американского бренда Wet n Wild. Сделаю сегодня два макияжа, один в нюдовых, другой в ярких оттенках. И проверим, правда ли у этого бренда есть дико крутые находки, или нас ждет влажное разочарование. Всем привет, с вами Лена Ягермис, я креативный мейкап-артист, и на моем канале много интересных и полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики. Сегодня у меня на обзоре косметика Wet n Wild, где есть прям полностью линейка всего базового косметоса, необходимого каждому, еще и за бюджетный прайс. И не может не радовать, что бренд такой доступный, у нас он, например, вообще во всяких супермаркетах продается. То есть во всех смыслах косметика реально доступная и в плане цены, и в плане наличия. Для меня это определенно плюс, потому что я не особо фанат всяких лимиток, за которыми нужно бегать, за которые нужно драться. Я ценю свое время и обожаю бренды, которые ты вот пришел и купил без каких-либо приключений. Итак, сегодня у нас на обзоре из продуктов для лица это тон и праймер, консилер и две пудры, палетка для контуринга, кисти, спонжи. Для макияжа глаз у нас есть праймер, палетка на 10 цветов и однушка теней, целый набор и гель для макияжа бровей, черная подводка и 3 варианта продуктов для губ. И еще у меня остались продукты с прошлого обзора и то, что я покупала давно. Здесь блеск для губ, румяна, хайлайтер. Вероятно, тоже всем этим воспользуюсь сегодня. Но перед тем, как начать, поддержи мой канал лайком, подпиской и комментарием, чтобы помочь продвинуть мои ролики на просторах ютуба. Я уже подготовила кожу к макияжу и теперь хочу нанести вот эту штуку. Честно говоря, не понимаю, что это, потому что тут написано и база, и эссенция, и праймер. И тут нам вообще обещают 5 в одном, и стойкость макияжа продлевает, и кожу увлажняет, заблюривает, выравнивает рельеф, и макияж не утяжеляет, и даже молодость нам обещают. Плюс доставка, плюс налоги, плюс напивы. В составе розовая вода и календула, и сделано, кстати, в Китае. Оставлю на лице на несколько минут впитаться. На моей коже обычно на подобные липкие праймеры очень хорошо ложится тон. Единственное, что мне показалось очень неудобным, это форма выпуска, потому что обычно такие вещи делают либо с пипеткой, либо с каким-то дозатором. А здесь это просто как какой-то шампунь или гель для душа сделано. И приходится все это сначала выливать на руку, потом с руки и другой рукой переносить на лицо. Лишнее время, лишнее телодвижение, лишний расход продукта. И вот так вот выливать прям очень неудобно. Вот за это прям определенный минус. Я прям чувствую, как он впитывается в кожу, и кожа действительно становится мягкой, гладкой и увлажненной. Мне кажется, перед макияжем это самое то, и надеюсь, что с тоном эта штука будет работать хорошо, а это мы как раз сейчас проверим. Следующий этап это тональный крем, и называется он Photo Focus. Тональник матовый, 30 мл, красивая стеклянная упаковка. У меня оттенок, кажется, Soft Ivory называется. Ой, у меня тут что-то, походу, пролилось или сломалось. Что-то я не понимаю, что тут происходит. А у тона на конце вот такая лопаточка. Не понимаю, почему ни в праймере, ни здесь не могли сделать какой-то обычный дозатор. И мне кажется, в тоне скоро будет рассадник бактерий, потому что плюхнуть на лицо, опять в банку, опять на лицо, опять в банку. Ну, как-то я все же предпочитаю, чтобы тон в банке не был в контакте с кожей. Запах тоже не скажу, что прям какой-то приятный, какая-то кислая отдушка. Тон очень жидкий, по ощущениям он не очень плотный. И наносить я буду его вот таким милым скошенным розовым спонжиком от Wet n Wild. Он был вот в такой миленькой коробочке с зайчиком. Упаковка просто топ, у меня ассоциации с каким-то плейбойчиком. Sexy playboy, yeah. Sexy playboy, yeah. Я намочила спонж, он нормально так увеличился, в принципе, все как надо. В прошлый раз, когда я тестировала бренд Wet n Wild, у меня тоже был спонж, но он мне не особо понравился, потому что он был какой-то слишком жесткий. Этот же спонж по ощущениям прям очень пористый, но он намного мягче. Мне кажется, по мягкости он прям идеальный. Я что-то не понимаю, что происходит. По оттенку мне тон прям офигенно подошел, это класс. Правда, нам обещали, что он будет матовый, но, как вы можете заметить, он вообще ни разу не матовый. Он просто блестит у меня на лице. Блестит, причем прям очень сильно, так мощно. Мы думали как раз какой-нибудь фон прикольный сделать на масленицу. Но как-то не сделали, не успели. Так что придется сегодня за масленицу отвечать моему лицу. Потому что я сегодня тот еще блин. Кстати, пишите в комментариях, любите ли вы блины, потому что я прям вообще огромный фанат блинчиков. Но
когда блины на лице, естественно, мне это как-то не очень нравится. Во втором макияже я обязательно проверю этот тон без праймера, потому что иногда бывает так, что именно из-за праймера тон начинает блестеть. Так, подождите, не понял. Что происходит? Что здесь происходит? Прошло, наверное, минут 5 или 10, пока я выеживалась на тон, и он реально стал матовый. И, честно говоря, я вообще в полном шоке, потому что этот тон как будто просто впитался. Этот тон перекрыл все просто офигенно. Очень легко было этим спонжиком его наносить. Он не скатался у меня пока что в морщинках. Он нигде не подчеркнул шелушение, хотя сегодня я проснулась с не очень хорошей кожей. Такого я вообще не ожидала. По ощущениям тоже все на лице идеально. Это что, я, получается, рано нагнала, что ли, на тон? Неожиданно, максимально неожиданно. Я просто пробовала его на руке с утра, и на руке он выглядел просто отвратительно. Ладно уж, что, господи, давайте радоваться уже таким вещам, потому что и тон классный, и праймер классный, и спонж тоже. Следующий на очереди у нас консилер под названием Megalast Incognito. Но по цвету я уже вижу, что скорее всего он мне не подойдет. Он мне кажется темным, оттенок у него Medium Natural. Да, он прям очень сильно желтый. На самом деле я в последнее время полюбила темные консилеры, и сейчас вообще тренд использовать консилеры, которые не высветляют сильно. Но одно дело, когда он темный, это окей, но когда он вот так вот сильно рыжит, это, конечно, вообще не окей. Да, сейчас у меня под глазом прям желтушное пятно. Это, конечно, прям очень обидно, потому что по ощущениям консилер не очень даже плохой. Да, походу кто-то сегодня остался без консилера, потому что, ну, такой цвет, извините, но нет. Спасибо, не надо. Спасибо, не надо. В общем, текстура консилера мне понравилась. Запах у него тоже резкий, какой-то кислый на любителя. Я думаю, что он и правда что-то перекрывает, но пока что я с уверенностью сказать ничего не могу. Просто он мне не подошел по оттенку и, к сожалению, портит мой макияж. Но, конечно, хотелось бы верить, что он нормальный. Давайте теперь припудримся, хотя, в принципе, можно даже не припудриваться, но у меня тут такое большое разнообразие пудр, целых 2. И плюс здесь еще в палетке для контуринга тоже есть такой светлый оттенок, но я думаю, для этого макияжа он мне 100% будет темным. Давайте попробуем эту пудру, у меня она в оттенке Light, хотя эту пудру я уже пробовала, ничего плохого про нее сказать не могу, ну, пудра как пудра. Хорошая обычная пудра. Для пудры у меня есть вот такая кисточка от Wet n Wild. Жалко, тут нет никаких номеров. Там, блядь, такой пиздец на улице. А что там? Вместо того, чтобы нанести пудру, у меня просто полный отпечаток на лице. Потому что только что у нас под окнами была банда из человек 15-20, которые приехали на тачках, что-то друг другу из багажника передавали, все были в масках, и что-то мне вообще стрёмно здесь находиться. Вот так вот снимаешь макияжик в своем гетто, и вот хер знает, что с тобой завтра будет. Фух, так, надо приходить в себя, давайте уже нанесу пудру, а то что-то я вся на нервах. Что-то это прям какой-то трэш. Самый прикол, что там вышел какой-то дедок и решил сфоткать номера их тачек, а они были, по-моему, на 3 машинах, и когда он сфоткал номера, все эти парней, человек 20 или 15, к нему сразу вот так вот подошли, начали до него докапываться. Видимо, угрожали и требовали удалить фотографии. На улицу просто страшно выходить, я не могу. Ладно, из позитивных моментов пудра тоже отлично дружит с тоном. И то, что я жива, наверное, тоже позитивный момент, потому что мы смотрели на все это из окна, и я боялась, что нам просто нас спалят и прострелят нам нахер головы. И круто, что эта пудра наносится достаточно тонким слоем, с ней тяжело переборщить. В плане качества и мягкости для пудры кисть очень даже хороша. Теперь давайте перейдем к сухой коррекции лица. Здесь у нас есть вот такая палетка для контуринга. Мега Гло. Интересно, что значит гло. И тут, кстати, даже есть схема, как эту штучку наносить. Что-то она вообще не открывается. Открывается прям очень сложно. Надеюсь, я вообще смогу это открыть как-нибудь. Блин, ну что за фигня? Открой. Саймон, открой! Сейчас открывашку притащу. Короче, косметику мы теперь открываем открывашкой. Ой, я уже ничему не удивляюсь. Казалось бы, формат таких двойных и тройных всяких продуктов очень удобен. Просто обычно в таких двойных всяких штуках мне подходит либо один, либо второй оттенок. И один из них я использую, а второй не использую вообще. Он прям на вид для очень загорелой кожи.
Что же он так сыпется-то? Прям я совсем чуть-чуть на кисть нанесла, но сыпется прям сильно. Для контуринга возьму вот такую скошенную кисть от Wet n Wild. Она небольшая по размеру, я надеюсь, что такой кистью я не переборщу, и она не превратит меня в курочку-гриль. Я очень боюсь переборщить, потому что оттенок реально для загорелых, а я у вас такая вся мертвячка. Вроде растушевался оттенок нормально, но вы все такие рыжеватые штучки, это вообще не мое. Слишком он прям теплый для меня. Но кисть, кстати, неплохая, мне понравилась. Кстати, если вам интересно узнать о моих любимых кистях, да и вообще в принципе все про кисти, как с ними работать, какие формы, какой ворс для чего, как правильно мыть и ухаживать за кистями, и какие кисти купить, у меня есть полный развернутый гайд по кистям. Очень полезное видео, оставлю вам ссылку на него здесь в подсказках, а также в описании, так что переходите, если еще не смотрели, потому что на нем информации, как на платном курсе. Я еще не понимаю, тут такая упаковка убитая, прям вот тут какие-то коцки, я не понимаю, это я ее так везла или она такая ко мне пришла. Но мне кажется, я бы не могла вот так в косметичке за один раз настолько уничтожить продукт. Ну ладно, я думаю, это вообще претензии не к бренду, а к бренду пока у меня каких-то особо претензий нету, кроме того, что некоторые оттенки мне просто не подошли. Давайте нанесем вот такие румяшки, они из летней лимитированной коллекции Bloomin'. Вот они почему-то нормально открываются, вообще с ними никаких проблем. Цвет румян для меня просто идеальный, и это такие сатиновые румяна внутри с небольшим количеством шиммера. Я не люблю яркие румяна, для меня это прям такой естественный оттенок. Сделаем сейчас из меня милашку. Ну, короче, выглядит очень красиво, это прям что-то между румянами и таким легким хайлайтером. И я думаю, что на этом мой макияж лица готов, и пора приступать к глазам. Для макияжа глаз у меня есть праймер для теней. Mega Last Eyeshadow Primer держит больше 16 часов. А, да, кстати, вся косметика Wet n Wild веганская и не тестируется на животных. Но, походу, тестируется на людях, потому что тут написано, что клинический тест на 34 волонтерах. Ну, в принципе, да, на людях косметика тестируется, я с этим соглашусь. Праймер по цвету под оттенок кожи. Вообще я обожаю цветные подложки, но вот такими праймерами я обычно не пользуюсь. У меня почему-то тени на праймерах всегда частенько пятнят. Так что давайте я на один глаз попробую нанести праймер, а на другом глазу буду делать макияж без него. И проверим, есть ли вообще какая-то разница. Ну и давайте приступим к обзору вот этой красивой палетки. Ох... Мне кажется, в этой палетке объединили все самые типичные для макияжа оттенки. Это темно-синий, темно-зеленый, целая куча разных коричневых. Просто выглядит как такая базовая база. Бесть! Вот когда смотришь видео про всякие трэш-салоны, у них обычно прям такие же оттенки у всех. То есть, если их там просят сделать цветной макияж, у них обязательно есть темно-синий, темно-зеленый, и на этом как бы все, и куча коричневых. И это не минус в сторону палетки, потому что цвета в ней, походу, действительно ходовые. Что-то подобное мы видели в палетке от Beauty Bomb из коллекции Dark Academia. Тоже там был и темно-синий, и такой шиммерный зеленый, красивый, с блестками. На вид палетка, в принципе, относительно рабочая. Давайте сделаем свотчи. Но меня всегда останавливало в подобных палетках то, что есть синий, есть зеленый, но нету черного. И просто был бы здесь черный, было бы во. Я Гермес и ее жалкие попытки найти везде черный цвет. Не, ну правда, черный цвет в подобных палетках открывает просто нереальные границы для того, что можно сделать. Матовые оттенки очень сильно посыпались, что видно как бы в самой палетке, хотя я их просто нанесла пальцем. А вот с цветными и шиммерными оттенками мне вообще было очень тяжело, потому что они никак не хотели переноситься на кожу. И, блин, шиммерные оттенки реально прям какие-то супер полупрозрачные. Я даже не представляю, как это будет выглядеть без базы. Я теперь понимаю, зачем здесь нужна база. По наполнению здесь два очень похожих вот этих оттенка между собой. Не знаю, зачем настолько похожие цвета в такой небольшой палетке. Ладно, в принципе, набор теней интересный, настолько интересный, что я даже не знала, что придумать. Давайте начнем с такого коричневого нюдового макияжа. Ну, естественно, нюдового, это у меня свой личный сорт нюда. Первый макияж хочу сделать вот такой, нашла его у Маши в запрещенной соцсети и просто безумно в него влюбилась. Но я его собираюсь немного упростить, то есть убрать звездочки и всякие мелкие элементы. Давайте я возьму вот такую маленькую кисточку и буду наносить ей самый темный, вот этот коричневый оттенок. На вот это веко я полностью нанесу праймер.
Вот такая странная форма у меня получилась, но на удивление пока что тени норм. Осталось понять, насколько хорошо эти тени будут тушеваться с другими оттенками. Давайте теперь попробуем втушевать сюда вот этот красноватый цвет. Попробуем сделать такой переход. И думаю, на нижнее веко тоже этот цвет увести. Да уж, база прям рабочая, на удивление. И теперь самым светлым оттенком из палетки введу все это в кожу. И теперь консилером немного почищу границы в тех местах, где я немного накосячила. Так, ну, на удивление, получилось очень даже неплохо, учитывая, что на сводчах мне эти тени вообще не зашли. И очень странно, но впервые в жизни мне понравилось работать на базе. Что-то я прям сегодня с этой косметикой столько нового для себя открыла, я прям сама удивляюсь. Ладно, теперь на все подвижное веко я добавлю вот этот вот желтый оттенок. Правда, я абсолютно не понимаю, чем его наносить. Странно, что этот оттенок, он не какой-то золотой, а он такой, я бы сказала, цыплячий. Хотя, господи, я вспоминаю сейчас обзор на курс по макияжу от Даши Дружи, где она бы такой цвет назвала бы это цветом свежей санины. Ладно, оттенок наносится норм, но норма наносится только пальцем. Ни одна кисть у меня с ним не справилась, не сработалась. И я хочу добавить еще немного блесточек. У меня есть вот такой гель-блеск для лица и тела. У нас сегодня все с вами дорого, богато. Больше гламура. Блин, я не знаю, что у меня за проблема с открыванием этих упаковок, но она тупо вообще никак не открывается. Проблема с головой, потому что с этой стороны упаковка заклеена штрих-кодом, который я не отклеила и пытаюсь ее открыть. Мне кажется, люди делятся на два типа. На тех, кто любит распаковывать косметику, и тех, кто я. Фу, слава богу. Ура, мы открыли тени. Представляешь, Лен, им потребовалось каких-то 15 минут. Даша, мы открыли коробку. Вау, какая красота! Я была уверена, что это будут какие-то очередные вот эти блестки в вазелине, но, блин, это вообще что-то совершенно другое. И у меня полный восторг от того, что я сейчас вижу. Очень красивые, пигментированные, яркие блестки, мне прям очень зашло. И, во-первых, я их хочу нанести в качестве хайлайтера. Очень небольшое количество возьму, чтобы не оставить себе коричневое пятно на лице. Слушайте, ну тушуются они прям неплохо, и я бы не сказала, что они съедают у меня румяна или тон. И теперь эти же тени я хочу добавить на верхнее веко. Также с помощью этого геля я добавила вот здесь вот тонкие линии. Мне кажется, с ними это выглядит посимпатичнее. К сожалению, здесь меня тоже ждало небольшое разочарование, потому что по факту весь этот красивый глиттер, он только сверху. Если слой с глиттера снять, то там уже будет такой совершенно обычный оттенок. К сожалению, в нем нету такой красивой россыпи блесток, но как жидкие тени, почему бы и нет. Очень часто хайлайтеры таким образом делают, что сверху какие-то нереальные блестки, а потом они протираются, и там какой-то совершенно обычный хайлайтер. Все хотят мне. Но даже без блесток это выглядит на лице достаточно хорошо, дорого, прекрасно тушуется, и продукт, в принципе, очень даже неплох. Так, дальше у нас на очереди брови, и здесь вот такой милый наборчик для макияжа бровей. Такой набор для бровей я уже тестировала в ролике, где я перевоплощалась из Гота в Барби. Пусть это старый ролик, то я вам очень советую его к просмотру, потому что я там ржала как конь от того, что происходит вообще в принципе. Ну, короче, там был подробный обзор вот этого набора для бровей, и мне он прям очень сильно зашел. Осталось его открыть. На помощь идет открывашка. В наборе есть два оттенка теней, темный и светлый, воск для бровей, а также пинцет, кисточка, щеточка. Как по мне, это прям очень крутой, очень удобный набор, особенно для тех, кто любит путешествовать. Также написано, что эти тени можно использовать и для глаз, и для контуринга, что просто безумно удобно. Я обожаю многофункциональные вещи в макияже. И эта палетка, это просто как мультитул, прям как перочинный ножик с миллионом каких-то отверток, открывашек. И вот этот набор я вижу примерно так же. Так, а открывашка нам еще понадобится, чтобы открывать этот набор. Вы просто посмотрите, какой тут милый маленький пинцетик. Я прям кистью намешиваю все эти оттенки вместе с воском. Мне очень понравился цвет, он такой без рыжины, достаточно темный и отлично подойдет шатенкам, брюнеткам. И еще для бровей у меня есть Brow and Lash Mascara. Это тушь для бровей и ресниц, давайте сразу нанесем. Сначала попробую уложить ей брови.
Как-то эта штучка прям слишком лайтово укладывает. Что-то мне прям хочется почитать, потому что у меня возникли вопросы, что это за вещь такая. Чего? Почему она стоит 5000 рублей? Внимание, вопрос к знатокам. Почему на Озоне вот эта вещь стоит 5000, а на сайте Золотого Яблока 292 рубля? А, я поняла, это даже не гель для бровей, а скорее праймер для нанесения туши, который предотвращает осыпание туши, но для бровей он тоже подходит, причем в качестве геля средней фиксации. Короче, я так поняла, от этой вещи действительно в плане укладки бровей не стоит ожидать чего-то такого сверхъестественного. Так, ну я прям чувствую, что после этого геля мои ресницы стали более жесткие. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, если хотите знать чуточку больше о моей жизни. А также вы всегда сможете сдонатить на Бусти на обзоры новой косметики. Ну и еще ваши донаты могут помочь нам скорее съехать из этого вонючего гетто, пока нас тут не пристрелили к чертовой матери бандюки. Страшно, очень страшно. Ну а мы переходим к макияжу губ, и для этого макияжа я воспользуюсь сразу двумя помадами. Это помада Mega Last Lock and Shine. Она двухсторонняя, с одной стороны матовая стойкая помада, а с другой блеск для губ. И насколько я знаю, после нанесения блеска такая помада должна не оставлять следы и никак не смазываться. Но это мы проверим в другом макияже. А для этого мейка у меня есть также вот такой маршмеллоу мусс. О боже, как же он пахнет, это просто что-то невероятное. Действительно, прям один в один запах, как из пачки маршмеллоу. Мне кажется, я эту помаду на губах съем. И вообще муссовые текстуры это что-то необычное для меня, очень интересно попробовать, как это будет выглядеть на губах. Так, ну не особо удобный аппликатор, он прям здесь как будто под углом, очень странно. Так, ну почему-то на камере цвет выглядит слишком ярким, хотя в жизни он даже прям подходит под этот макияж, он какой-то более коричневатый, но почему-то именно камера его так воспринимает. Несмотря на то, что я люблю четкий контур, люблю карандаши для губ, вот эта штучка мне реально зашла, и не только потому, что она офигенно пахнет, а еще и потому, что получается сделать такие достаточно интересные, прикольные губы с очень таким нежным контуром, но, короче, это выглядит норм. Эта помада не застывает, то есть она отпечатывается, но у нее очень легкая невесомая текстура, и действительно на губах это прям очень мило ощущается. И я хочу еще в серединку нанести вот эту стойкую жидкую матовую помаду, и, блин, у нее снова такой странный аппликатор. Давайте немного кисточкой нанесу, сразу буду растушевывать. Да, к сожалению, губы теперь под макияж точно не подходят, но если рассматривать их по отдельности, то очень круто. И вот такой макияж у меня получился. Как вам результат? Пока что впечатление у меня неоднозначное, обязательно надо проверять продукты еще. Вот так выглядит мой макияж спустя кучу времени, я даже сделала небольшой брейк и успела с ним подремать, и я вообще не ожидала, что тон на лице сохранится настолько хорошо. Но за несколько часов тон остался абсолютно матовым, тени и брови тоже на удивление остались на месте, тушь действительно не осыпалась, и я вообще в неописуемом восторге, потому что макияж реально выглядит хорошо. Мне уже не терпится приступить ко второму мейку, и он будет цветной. Хочу использовать синие и зеленые оттенки из палетки, но для начала, как и обещала, нанесу тон, но уже попробую нанести его без базы. Посмотрим, как он будет вести себя на лице. Ну что я вам могу сказать, я в полном шоке, тон работает просто идеально. Честно, я так искала, за что его можно засрать, но я так и не нашла. И прошу заметить, что я никак не подготавливала лицо. Единственное, что я сделала, я с утра намазалась кремом, днем я этот крем ватным диском с тоником протерла и вот нанесла тон. Наверное, это моя просто самая неожиданная находка, пользоваться буду обязательно, много, часто. Хотя нет, давайте все же попробуем макияж испортить, потому что вместо контуринга я хочу использовать вот эти тени для бровей. Думаю, об ладонь буду сбивать, чтобы не переборщить, потому что они достаточно темные. Так, ну это уже прям моя остановочка по оттенку. Легко переборщить, но оттенок того стоит. Оттенок мне намного больше нравится, чем в этой палетке для контуринга. Но опять же, оттенки это все на вкус и цвет, я не говорю, что этот продукт плохой. В этом макияже попробую белую прозрачную пудру. И, кстати, в ней содержится большое количество уходовых компонентов. Витамин Е, масло чайного дерева, веганский коллаген. А еще нам обещают, что она на лице будет ультра легкая.
Мне очень важно получить легкое покрытие от белой пудры. Просто иногда подобные прозрачные пудры, они ни хрена не прозрачные, они таким лютым слоем наносятся белым. Здесь же на первый взгляд с пудрой все чудесно. И кроме вот этого матирующего эффекта на коже от пудры не осталось вообще никаких следов. Я просто помню, у меня была подобная пудра, которая, во-первых, наносилась лютым слоем. Во-вторых, после нанесения пудры на нее уже не наносилось ничего, ни хайлайтер, ни румяна. А также при ярком свете и при вспышке камеры у пудры был такой светящийся эффект. Здесь же я вообще никаких проблем с ней не вижу. И опять же, пудра очень даже неплохая. Да, все нормально, я просто припудрила свою челку, которую надо подстричь, но подстричься у меня времени нет. Помыть ее тоже времени нет, поэтому пудры я использую в качестве сухого шампуня. Я не знаю, как и почему мне такая дебильная идея пришла в голову, но черт возьми, это работает. Просто рабочие лайфхаки от Ягер Мисс. В общем, я очень долго думала, какой макияж глаз мне сделать, потому что в этой палетке мне прям катастрофически не хватало черного. Но тут вдруг я поворачиваю палетку обратной стороной и вижу два макияжа, которые нам здесь предлагают сделать. Здесь два варианта макияжа, есть макияж дневной и есть макияж ночной. Сейчас, конечно, день, но пока я буду этот макияж снимать, уже наступит ночь, поэтому думаю, что стоит брать ночной. Буду сегодня ночной бабочкой. Знаменитая ночная бабочка Ляля Колобок на работу собирается днем. Чтобы привлечь клиентов, нужно быть изысканной и элегантной. И в нем будет как раз задействовано целых 5 оттенков из этой палетки. Прям интересно, что из этого получится, хотя на первый взгляд все выглядит очень сомнительно. Сомнительно, ну окей. Давайте сегодня я на этот глаз нанесу базу. Снова посмотрим, как будет смотреться с базой и без нее. Ну ладно, давайте пробовать. И в складку века я буду наносить вот этот зеленый оттенок. И... Ой, как все плохо. Окей, давайте попробуем другую кисть. Хотя что-то у меня есть такое ощущение, что кистями тут вообще никак не справиться. Блин, я думала, что он на глазах будет такой же яркий, а он вообще какой-то никакой. Я хочу попробовать уже на крайняк нанести вот таким спонжиком. Может быть, хотя бы им получится сделать что-то более пигментированное. Да, кстати, в кожу тушуются тоже цвета так себе. Теперь синим оттенком затемню внешний уголок и уведу его в стрелочку, а также на нижнее веко хочу сделать градиент. Мне кажется, я сейчас буду все свои кисти перебирать, чтобы хоть как-то попытаться это все сделать. Я уже взяла себе, по-моему, 5-ю или 6-ю кисть и пытаюсь растушевать ей, и хотя бы вот начало хоть что-то получаться. Но, блин, ну не должно быть так. Ну должны тени тушеваться нормально, должны шиммерные тени уходить в кожу, какого бы цвета они ни были. Это было очень долго, это было очень сложно, но, блин, почему мои попугайские макияжи так сложно получаются при помощи этой палетки? Давайте я вот на руке для сравнения просто покажу вам, что получается, и зеленый еще кисточкой нанесу, что-то происходит вообще или нет? И просто давайте для сравнения возьму вот эту палетку от Beauty Bomb, я не знаю, какой результат получится, просто попробуем. И вот той же кистью я бахну в зеленый. И, ну, тут вообще совсем другой результат. По-моему, разница максимально очевидна. Так что, если вы любите такие же попугайские макияжи, как люблю я, то вот эта палетка вам не особо подойдет. И с ней придется прям очень сильно, очень долго, сложно возиться. Синий в кожу вообще никак не хотел уходить. И мне кажется, у меня там есть какие-то проплешины. Но издалека цвет очень яркий и действительно глубокий, прикольный. Ну, блин, я минут 30, наверное, свои глаза красила. У меня уже закончились кисти, чтобы наносить блестяшки. А у нас следующим этапом снова блестяшка, только уже вот это вот. Она такая серебряно-зелено-голубая. Дальше темно-зеленый, вот здесь нам предлагают оттушевать в коричневый. И я не знаю, куда тут вообще коричневый. Давайте вы запомните, какой макияж глаз у меня был. Но сейчас, вероятно, я его испорчу. Все очень плохо. Нет, почему? Зачем я начала это делать? Блин, ну когда теплый коричневый мешаешь с темно-синим, получается ужасная грязь.
Вы думали, что это весь кринж на сегодня? Нет. Нам предлагают оттенок под номером 6 нанести полностью над коричневым. А оттенок номер 6 это вот этот вот желтенький, который мы использовали в прошлом макияже. Вообще сияшки в макияже глаз смотрятся хорошо, когда они в меру. Когда у тебя один шиммерный оттенок, другой в третий, еще какие-то блестки, еще что-то, ну это выглядит как-то не очень. Ну и вообще растушевывать тени шиммерным оттенком это тоже такая себе идея. Чувствую себя антитрендом. Я хочу попробовать хоть немного спасти макияж стрелкой, и для этого у меня есть вот такая подводка от Wet n Wild под названием Mega Liner. У подводки внутри фетровый наконечник. К сожалению, да, это не кисточка, и не всегда какие-то креативные нюансы можно хорошо и аккуратно прорисовать, но самые обычные стрелки и внутренний уголок глаза получаются достаточно хорошо. Во-первых, эта подводка черная, и она прям супер матовая. Прям настолько черная, как уголь. Пару легких движений, и стрелочка уже готова. Решила все же разбавить макияж синими бровями, как-то мне показалось, что так будет повеселее. Вы только посмотрите, насколько выглядит круто подводка на глазах, потому что она вообще не оставляет никакого глянцевого слоя. И у меня действительно очень легко и быстро получилось нарисовать красивые, хорошие стрелки. Но стоит учитывать, что после застывания подводка просто смывается самой обычной водой. Все. И я теперь хочу нанести свой хайлайтер. Я думаю, что об этом хайлайтере вы уже наслышаны, и многие о нем знают, многие его любят. Стоит он копейки, и он мне настолько нравится, что я уже даже в нем дыру протерла. Нанесу совсем чутка для свечения. Напоследок я хочу нанести вот такую помаду совместно с блеском. Так, это у меня оттенок Lotus Petal. Не знаю, что значит петал, но цвет прям очень красивый, такой нюдовый, коричневый. Да, конечно, тут снова отвратительный запах. Ну, кстати, при работе с этой помадой мне, в принципе, нравится аппликатор. Он оказался более светлым и более рыжим, в отличие от того, что я ожидала, потому что я думала, что это будет такой пыльно-коричневый. Так, ну, кстати, эта помада, она не до конца прям матовая, все равно она имеет какой-то глянец. Кстати, у блеска на конце вот такая прозрачная кисточка, очень интересная. Но почему-то на губах блеск лежит очень странно. Вот у меня сейчас то же самое физическое явление, когда на какую-то масляную поверхность набрызгать воды. И вода, она вот так вот начинает собираться на масле в капле. С физикой у меня всегда все было плохо, но я думаю, вы меня поняли. И вот примерно такая же тема у меня сейчас на губах. Ух ты, действительно, на руке вообще ничего не отпечатывается. Так, ну я сейчас лишнюю обруку убрала, и мне кажется, что стало немного лучше. Чувствую себя человеком, который только что вылез из болота. Я водяной, я водяной. Оцениваем макияж под конец рабочего дня. И здесь уже я замечаю, что тон без базы достаточно сильно начал блестеть. Губы сохранились просто превосходно, учитывая, что я ела и пила. Сразу же вместе с едой съелся весь блеск, но это дело поправимое. Но вот в этом месте ощущение, что немного подтекла подводка. Но я думаю, что если снова нанести пудру, то все косяки достаточно быстро уберутся, и с макияжем еще можно будет спокойно ходить полдня. В принципе, по большей части мне все понравилось. Особенно продукты для лица — это вообще пушка, и мое лицо до сих пор выглядит просто шикарно. В принципе, и для губ продукты мне зашли, и для бровей набор потрясающий. И даже в сравнении мне показалось, что после вот этой прозрачной туши на ресницы тушь наносится действительно лучше. Короче, сегодня я приятно удивлена, и огромное количество этих продуктов пойдут в мою базовую косметичку, обязательно ими буду пользоваться на постоянке. И учитывая, что все это бюджетный сегмент и стоит относительно дешево, я не вижу вообще смысла тут как-то прям сильно выпендриваться, потому что за небольшую цену можно найти реально хорошие и годные продукты. Ну что, как вам такой мейк? Пишите в комментариях, как вам результат. Пробовали ли вы косметику от Wet n Wild? Делитесь своими находками и впечатлениями в комментариях. А на моем канале все еще много полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики.